Ты слушаешь Радио Мария. Сегодня, 7 марта, в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с трагического сообщения. Поздно вечером 6 марта армия обороны Израиля разрешила к публикации информацию о солдате Цааля, который пал в бою на юге сектора Газа. Имя солдата Дэвид Сассон, ему 21 год. Светлая память солдату. В том же бою еще 12 солдат были ранены, 5 серьезно. Сейчас они пребывают в больницах Израиля. Также стало известно, что солдат армии обороны Израиля, которому 21 год, погиб в ДТП на шоссе номер 4. Элиягу получил короткий отпуск, чтобы вернуться с Газы на пару дней домой. Солдат не справился с управлением и слетел со своего мотоцикла на трассе. Спасти его не удалось. Светлая память. Главные новости Израиля. 64-летний Цвиталь, на которого вчера напал подросток в Иерусалиме и ранил его острым предметом, в интервью израильскому телевидению рассказал об инциденте, цитирую: «Я ждал на вокзале свой автобус и внезапно почувствовал, как кто-то хлопнул меня по спине. Я обернулся и увидел, что он убегает. Также я почувствовал, будто что-то осталось у меня в спине. Там был нож». Мужчина рассказывает, что пытался остановить машины, которые проезжали рядом, чтобы обратиться за помощью, но многие не останавливались, видя острый предмет в моей спине. Мужчина продолжил: «Виновник нападения, 14-летний подросток, был со мной на автовокзале, и я предполагал, что он тоже ждал автобус, но в итоге дождался меня». Конец цитаты. Напомню, что подросток задержан. Тем временем армия обороны Израиля заявила, что командир ракетного подразделения Хамаса в центре сектора Газа был ликвидирован. Амар Атия Дарвиш Аладини несет ответственность за ракетные обстрелы Хамасом. Аладини сыграл главную роль в подготовке к нападению группировки Хамас 7 октября и направлял ракетные залпы по израильским городам, а также войскам Цааля в секторе Газа во время боевых действий. Южная Африка снова обратилась в Международный суд с просьбой принять дополнительные меры против Израиля. В этот раз Южная Африка заявляет, что Южноафриканская республика вынуждена вернуться в суд в свете новых фактов и изменений ситуации в секторе Газа, особенно ситуации голода. Эта ситуация вызвана вопиющими нарушениями государством Израиль Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Это была цитата. В то же время в сеть попало видео, как террористы Хамас в Газе на грузовиках с гуманитарной помощью въезжают из Египта через контрольно-пропускной пункт Рафиах. Напомню, что эта гуманитарная помощь должна была быть отправлена гражданам Газы. Она была украдена террористами Хамас. Далее же всю краденую гуманитарную помощь группировка по завышенным ценам продает жителям Газы. Главные новости Израиля. Появилось предложение террористов Хамаса о соглашении о прекращении огня, которое предполагает освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Среди заключенных, которых требует освободить Хамас, главный преступник и террорист Марван Баргути, главный производитель бомб Хамаса Абдулла Баргути, бывший командир военного крыла Хамаса на Западном берегу и многие другие. Израилю также придется освободить всех больных заключенных, всех лиц старше 60 лет и младше 18 лет, всех женщин, а также 57 человек, освобожденных по сделке Гилада Шалита и повторно арестованных.
Согласно соглашению, ни один заложник не будет освобожден в течение первой недели прекращения огня, пока Израиль не согласится осуществить полный вывод войск из сектора Газа до того, как будет освобождена вторая группа заложников. Хамас также требует полной свободы передвижения в Газе и беспрепятственного доступа к помощи. Сообщается, что представители Хамаса заявили Египту, что это предложение не подлежит обсуждению и отражает их окончательную позицию. После многомесячного расследования Общая служба безопасности Израиля Шабак пришла к выводу, что палестинцы, приехавшие в Израиль из сектора Газа на работу до нападения Хамаса 7 октября, не представляли Хамасу разведывательную информацию, которая могла бы помочь в нападении на Израиль. Такое сообщение опубликовал 12-й телеканал в выпуске «Хадашот». Согласно отчету, Шабак провел расследование в отношении около 3000 жителей Газы, имевших разрешение на работу в Израиле, чтобы оценить, предоставляли ли они Хамасу информацию об общинах, на которые Хамас планировали напасть, и пришли к выводу, что ничего такого не было. Добавлю, что 16 тысяч жителей Газы имели разрешение на работу в Израиле, а это означает, что расследование Шабак проверило примерно 18% рабочей силы. Новая атака на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Государственная комиссия по расследованию установила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу лично ответственен за трагедию на горе Мирон в апреле 2021 года, в результате которой 45 человек погибли в давке на вершине холма. По итогам расследования, которое продолжалось 3 года, комиссия констатировала, что Нетаньягу, занимавший и на тот момент пост главы правительства Израиля, должен был заранее знать, что место проведения религиозного праздника давно требовало внимания, и что возможное масштабное происшествие там было лишь вопросом времени. Комиссия также возложила личную ответственность за случившееся и на Амира Охану, который на тот момент занимал должность министра внутренней безопасности Израиля, а ныне же я напомню, что Амир Охана является председателем Кнессета. Комиссия рекомендовала в будущем не назначать Охану на пост министра внутренней безопасности. Вместе с тем, в отношении Нетаньягу комиссия лишь констатировала, что это его личная ответственность, поскольку должность премьер-министра является выборной и имеет уникальные свойства, говорится в тексте. Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу Ликуд обвинила бывших премьер-министров Яира Лапида и Нафтали Беннета в том, что они превратили трагедию на горе Мирон в 2021 году, цитирую, в политическое оружие против Нетаньягу. «Наши сердца сочувствуют семьям погибших». На практике правительство уже сделало необходимые выводы, и прошлогоднее паломничество прошло без происшествий, говорится в заявлении председателя Ликуда. Также председатель Ликуда обещает изучить необходимость извлечения дополнительных практических уроков для предотвращения повторений трагедий такого рода. Однако нам жаль, что впервые в истории страны правительство во главе с Беннетом и Лапидом создала комиссию по расследованию своего предшественника на политическом праве, и что ключевым членом комиссии является соратник Лапида, который получил от него предложение о месте в списке Еш-Атид в Кнессете, заявил представитель партии Ликуд. Циничная и преднамеренная попытка Лапида превратить трагедию на горе Мирон в политическое оружие не увенчается успехом. Конец цитаты. Сейчас же во время войны мы не будем говорить, кто виноват, а кто нет, но последние атаки на главу правительства свидетельствуют о том, что началась активная фаза кампании по дискредитации Биньямина Нетаньягу. Методички, по которым сейчас поливает грязью Биньямина Нетаньягу, получили еще одно направление – это гора Мирон. Основные месседжи, по которым можно распознать методички против Нетаньягу. Первое. Нетаньягу виновен в нападении Хамаса. Второе. Нетаньягу выгодно продолжать войну. Третье. Нетаньягу знал, что нападет Хамас. Четвертое. Нетаньягу должен уйти, время провести выборы. Пятое. Нетаньягу во время войны отремонтировал свой бассейн в Кейсарии за счет государства. Шестое.
Саре Нетаньягу, супруге премьер-министра, наплевать на все. Она думает только о салонах красоты. Ну и 6-й пункт, теперь это новый пункт: Нетаньягу виновен в трагедии на горе Мирон. Если вы увидели или услышали информацию такого рода, знайте, что с изданиями, которые распространяют методички, уже хорошо поработали. Точнее, хорошо заплатили. Главные новости Израиля. Напомню, что после обвинений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу в трагедии на горе Мирон, лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что если Нетаньягу останется на своем посту, цитирую, «следующая катастрофа – это лишь вопрос времени». Опубликованный отчет показывает, что трагедию можно было предотвратить. Это указывает на преступную халатность, наглость и разобщенность. Это указывает на полную безответственность. Если бы Нетаньягу был бы обычным гражданином, он бы сегодня предстал перед судом и попал бы в тюрьму. То, что произошло на горе Мирон, не является ни несчастным случаем, ни ошибкой. Это образец пренебрежения, небрежности и опасной национальной безответственности, добавляет Лапид. В то же время министр военного кабинета Бенни Ганц, который уехал с визитом в США, а потом в Великобританию, поприветствовал выводы комиссии по горе Мирон, но не комментировал свою позицию по поводу Биньямина Нетаньягу. Министр внутренних дел Моше Арбель требует от партии Биньямина Нетаньягу Ликуд отказаться от своего, цитирую, «позорного заявления», сделанного партией ранее, в котором она высмеивала расследование на горе Мирон и называла расследование политическим оружием против премьер-министра. Арбель продолжает: «Я призываю представителей Ликуда отозвать свой позорный ответ комиссии по расследованию катастрофы на горе Мирон. Мы все должны уважать погибших и их семьи, а также гарантировать, что сделаем все, чтобы полностью реализовать выводы комиссии и в дальнейшем спасти человеческие жизни». Об этом заявил министр внутренних дел Израиля Моше Арбель. Далее к другим событиям. Совет национальной безопасности Израиля предупреждает, что мусульманские террористические организации рассматривают Рамадан как возможность совершать нападения. В своем предупреждении в преддверии священного для мусульман месяца, который, напомню, начнется на следующей неделе, Совет национальной безопасности сообщает, что джихадистские организации, такие как ИЛ и Аль-Каида, все чаще призывают своих последователей совершать нападения. Конец цитаты. Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев отменяет фейерверки в честь Дня независимости. Напомню, что Мири Регев отвечает за планирование мероприятий, посвященных Дню независимости Израиля. Чиновница заявила, что в свете продолжающейся войны против Хамаса в секторе Газа традиционный национальный фейерверк в честь Дня независимости в этом году проводиться не будет. Мири Регев призывает глав местных муниципалитетов последовать этому примеру и отменить часть праздничных мероприятий. Я же напомню, что День независимости в Израиле состоится 14 мая. Продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать радио Нария очень просто. Поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь на наш канал. Ваши комментарии, подписки, лайки помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также напомню, что мы создали и резервный YouTube-канал, поскольку на наш основной канал совершаются атаки недоброжелателей. Если же мы не сможем выйти в эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также подпишитесь на наш резервный YouTube-канал. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. А мы продолжаем. Гражданка Израиля Алла Пугачева отреагировала на заявление российского певца Стаса Михайлова, который сказал, что все артисты, которые покинули Россию, должны потом, цитирую,
приползти на коленях и целовать ноги, чтобы их простили. Алла Пугачева спародировала голос Михайлова и записала видео «Мудак ты, Стасик», а также сказала, что не собираются нормальные люди возвращаться туда. Давайте посмотрим фрагмент видео. Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей-богу, скажу, что думаю. А что я могу сейчас? Мудак ты, Стасик. Напомню, что после внесения мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина в реестр иноагентов России, Пугачева призвала внести туда и ее, а также назвала цели войны России в Украине, цитирую, иллюзорными. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра, 8 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова с вами в прямом эфире. До встречи!